Приветствую всех гостей и подписчиков канала. Меня зовут Ева Лехцер. Для вас буду снимать очередное видео по вашим заявкам. В частности, сегодня будем с вами смотреть, стоит ли восстанавливать отношения. Для кого будет актуален этот расклад? Не только для тех, кто в ссоре, в разрыве на текущий момент. Это может быть ситуация, когда вы уже очень много лет не вместе, но у вас там где-то внутри сидит идея, может попробовать восстановить, там, проявиться, что-то сделать, да, чтобы восстановить этот союз. Или даже для тех, кто уже состоит в отношениях, но понимает, что по сути отношения мертвы изнутри. То есть стоит ли пытаться работать, что-то менять и их каким-то образом реанимировать. Я буду выкладывать 8 вариантов. Вы должны настроиться на своего партнера или партнершу. Даже если вы находитесь в любовном треугольнике, можете проанализировать нескольких партнеров, то есть загадать разные варианты и посмотреть, с кем отношения стоит восстанавливать, с кем по сути нет. И, конечно же, выбираете один из 8 вариантов или настраиваетесь визуально на карту, и будем смотреть с вами, как будет развиваться ситуация. Что ж, приступим. Подумайте о тех людях. Ох, прям вот только вам сказала про любовные треугольники. Видите, тройка мечей прям сама выскакивает. Прям просится. Видимо, сегодня таковых будет много. Ну что ж, посмотрим. Итак, настраивайтесь на вопрос, стоит ли вам восстанавливать взаимоотношения с задуманным человеком. Период не имеет значения, то есть вы можете для себя это посмотреть как в целом, так и, допустим, в течение какого-то времени, если у вас там горят какие-то сроки. То есть подумайте здесь так, как вам комфортно, и обозначьте для себя. Итак, стоит ли восстанавливать отношения с человеком? Для тех, кто у нас выбрал первый вариант, второй, третий. Сейчас несколько подвинем. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. И 8 варианты. Я сейчас расположу карты, чтобы вам все было хорошо видно. И вы могли настроиться. Если вам необходимо больше времени, пожалуйста, нажмите паузу, дабы вас ничто не отвлекало, и вы могли спокойно выбрать наиболее актуальный для вас вариант. Я пока здесь выполню небольшую перестановку. Так, ну что, приступаем? Для тех, кто у нас выбрал первый вариант. Ну, у вас тут позиция «меня обманывать не нужно, а сам обманываться рад». По какой причине? Если смотреть, копать и анализировать глубоко, вы пытаетесь закопаться в свои иллюзии. Почему? Семерка мечей – это всегда вопрос предательства. И даже если вы попытаетесь эти отношения восстановить или реанимировать, к сожалению, вместе с этими отношениями вернутся все те проблемы, которые у вас были на повестке дня. Ну, то есть человек здесь не изменится. Тут будут на повестке дня вопросы измен, вопросы предательства, обмана. Но обмана в чем? Может быть в чем угодно. В финансовых аспектах. Просто, знаете, как человек может лгать по мелочам. Какие-то интриги, сплетни. То есть вы не будете довольны здесь качеством этих взаимоотношений. Для вас это будет дополнительная душевная боль. Потому что здесь, несмотря, вот видите, по пажу чаш, на ваши надежды на то, что вспомнится все только хорошее и вернется все только хорошее. Знаете, как все эти эмоции, на которые вы рассчитываете, на наполнение. Но шестерка пентаклей, понимаете, это должен быть энергообмен. Почему? Потому что по этой карте вы должны работать оба. Нельзя работать в одни ворота, играть в одни ворота. И без помощи и желания партнера или партнерши исправить этот союз, эти взаимоотношения, у вас здесь ничего не получится. Потому что, как показывают карты на текущем этапе, это нужно только вам. Я не вижу, чтобы к этому стремилась ваша вторая половина. Ну вот видите, я даже дотягиваю с целью. Вот, стремится ли ваш партнер эти отношения восстановить? Нужно ли ему это? По отшельнику нет. То есть вне зависимости от того, вы сейчас
состоите с ним в отношениях, или ваши отношения давно разорваны, или это вопрос любовного треугольника, где вам там обещают какие-либо золотые горы, дают ложные надежды. По сути, вас здесь обманывают, водят вокруг пальца, потому что никаких таковых перспектив здесь не будет. Ну, давайте как контрольный бумагу. Это однозначно манипуляция. Причем здесь не вы манипулируете партнером, а здесь манипулируют вами. И на ситуацию, вот, будете ли вы счастливы в этих отношениях, тройка пентаклей, это если постоянно вы над этими отношениями будете работать, вкладываться, подстраиваться под партнера, под обстоятельства, что-то менять, постоянно пытаться выжить по максимуму, но тем самым вы будете переносить себя в жертву. Да, вы можете здесь получить статус или иметь статус там уже супруги или партнершу здесь как бы получить в качестве супруги. Но ситуация заключается в другом, потому что, смотрите, императрица и мир, экосистема здесь закрыта, то есть качество отношений здесь не изменится. И видите, аркан влюбленные, ваша вторая половина все равно будет искать выбор, будет искать какую-то альтернативу, будет в поиске, потому что даже дно колоды тройка жезлов, это искать сравнение, это искать какой-то лучший вариант, новые возможности. Вы, конечно же, здесь будете обижаться по аркану правосудия, потому что здесь как же ж так, я рассчитывала на справедливость или рассчитывал, а по факту, видите, открываю колоду, восьмерка чаш. Все равно без толку. Без толку, потому что, несмотря на ситуацию и ваши попытки возобновить, вернуть, работать, это все будет здесь бесполезно, увы. Ну а я перехожу к тем, кто выбрал второй вариант. Что у вас здесь? Так, стоит ли восстанавливать в отношения? Ну, могу сказать, по тузу мечей здесь как минимум нужно расставить точки над и уже для себя определиться. Может быть, самим себе ответить на этот вопрос или закрыть эту тему, или наконец-то, знаете, уже все обозначить и все решить. Если смотреть здесь по ситуации, особенно для девушек, если у вас ваш партнер является королем пентаклей, то есть мужчина, телец, дева или козерог, или мужчина такой очень статусный, значимый, состоявшийся, состоятельный, то, как показывают арканы, вам крайне хочется восстановить этот союз ради собственного состояния покоя и зоны комфорта, потому что, да, вам с этим человеком удобно, но есть переживания и страхи остаться брошенным, остаться одной или потерять этот союз этого мужчину. Или если меня смотрят мужчины, то здесь, как показывают карты, есть боязнь не состояться как постоянный партнер, что вы упустите этого человека. Да, сейчас вы занимаетесь самокопанием, потому что паж мечей — это собрать, сопоставить, изучить всю ту информацию, то, что касается ваших отношений, понять, что же ощущаете вы, что ощущает ваша вторая половина, и стоит ли здесь вообще, в принципе, прикладывать усилия. Но по королеве чаш эмоции, чувства еще здесь есть. То есть есть над чем поработать, есть, знаете, как смысл приложить усилия. Да, могу сказать, это будет не совсем просто, потому что, как говорю, будет здесь несколько ожиданий и реальность, потому что семерка чаш. Вы хотите одного идеала партнера, партнер хочет другого. Но суть в том, что по дьяволу вы здесь созависимы. И уйти из этих отношений вы не можете. У вас еще здесь не проработана карма. Восьмерка чаш говорит о том, что вы можете находиться в ссоре, в разлуке, на расстоянии. То есть для себя здесь пытаться обозначить, что со всем этим делать. Потому что, видите, вот ушли в отшельничество, ушли в уединение. Но здесь имеет смысл отношения восстанавливать, потому что по тузу чаш может, знаете, как наново вспыхнуть эмоции. И более того, как показывают арканы, здесь еще чувства не угасли. Опять же, у вас, как в первом варианте, по шестерке пентаклей, это, конечно, дело рук обоих партнеров. То есть это должно быть нужно обоим. Но у вас, смотрите, здесь двойка чаш. Это вопрос о восстановлении чувств, любви и глубокого союза. То есть потому что здесь союз построен на чувственной составляющей, на любви, а не просто там на похоти, либо на каких-то вопросах личных интересов по принципу там материальной составляющей или каких-то других факторов. Поэтому здесь дерзайте, здесь получится. Для тех, кто у нас выбрал третий вариант. Ну, стоит ли здесь восстанавливать отношения? По восьмерке жезлов здесь может мешать вам, прошу прощения, расстояние, если вы
у вас отношения через интернет, или вы находитесь, допустим, кто-то в командировке, или просто в разные города, разные страны. И это, конечно, может влиять на качество вашего союза, ваших взаимоотношений в целом. Они могут, знаете, как претерпевать изменения, то холодно, то жарко. Но по колесу фортуны могу сказать, что это вопрос кармы, отношения здесь кармические, то есть люди встретились не просто так и должны пройти свои уроки, свои задачи. По рыцарю чаш, видите, здесь идти друг другу навстречу. Это выстраивать союз, это подстраиваться друг под друга, это сглаживать острые углы, потому что здесь есть перспективы союза, есть будущее. Тройка жезлов — это у нас всегда развитие. Да, может быть непростое, да, может здесь нужно вам будет приложить действительно много усилий для преодоления преград, но видите, двойка чаш. Здесь есть смысл. Здесь есть, знаете, как говорю, составляющая, потому что так же, как и во втором варианте, у вас союз построен на эмоциях, на чувствах. Да, по десятке мечей могли быть конфликты, когда вы там в сердцах что-то друг другу наговорили здесь и могли не общаться некий период. Но, тем не менее, тут жезлов, это, знаете, как наша песня хороша, начиная сначала. Здесь на страстях, то есть это ревность, это вопросы придирок, обиды друг к другу. Даже вот открываю дьявол, сексуальная тяга. Здесь однозначно эти отношения стоят. Даже вот еще раз открыла, дабы убедиться. Видите, влюбленные. То есть пробуйте, стремитесь, выстраивайте, и у вас все получится. То есть второй, третий вариант, вы здесь умнички. Если приложите максимум усилий, получите хороший результат. Для тех, кто у нас выбрал четвертый вариант, король мечей. А вот здесь очень много обид, здесь холод, здесь дистанция. Я сейчас не привязываю, какого знака зодиака у вас является партнер. Я, в принципе, здесь на текущем этапе описываю характеристику отношений. И поскольку здесь присутствует много холода, это ситуация, когда отношения были разорваны давно. То есть, ну что значит давно? То есть это не месяц и не полгода, это более года. Поэтому, ребята, вот сразу, кто меня сейчас слушает, и это не ваш вариант, имеется в виду, то есть не та картина, которая происходит на текущем этапе, значит, вы здесь ошиблись. Потому что это для тех, кто действительно в отношениях уже очень-очень давно не состоит. Ну что, могу сказать, по тузу чаши есть желание начать сначала, причем не только у вас, у вашего партнера или партнерши эмоции здесь не ушли, но по аркану мир вы здесь точно проживаете в разных странах. Причем основную часть общения, отношений могли поддерживать посредством общения через интернет. Неважно, через какие-то мессенджеры или социальные сети, но факт остается фактом, у вас именно такова ситуация. Вспоминает ли партнер или партнерша вас? По тузу пентаклей да. Почему? Потому что человек здесь понимает, что упустил шанс, возможность, упустил, ну, знаете, такой шикарный жизненный бонус. Потому что по тузу пентаклей это когда человек, ну, как говорю, по факту потерял свое сокровище или ту составляющую, которую человек в жизни искал. Идеальный вариант. Что значит ту составляющую? Ну, например, зачастую, когда мы в поисках лучшего ищем, сравниваем, и вот здесь человек понимает, что он ошибся, обжегся, сделал ставку не на вас и проиграл. И неважно, мужчина вы или женщина, потому что по тузу пентаклей человек понимает, осознает, какую ценность он здесь упустил из своих рук. Причем могу сказать, по пятерке мечей расставались вы здесь не очень хорошо, однозначно на конфликте. Причем конфликт такой очень серьезный. Не могу сказать, что вы там прям расстались врагами, но очень глубокая обида друг на друга. И здесь и страсть у вас была очень сильная, и эмоциональная тяга, потому что здесь одно завязано на другом. И более того, и чувство ревности, и собственнические инстинкты, да, желание эти отношения сохранить, ни с кем не делить вас, быть единым целым. Более того, по жрецу здесь были намерения и стремления к официальному браку, потому что, как показывают арканы, здесь даже человек готов был или нести официально ответственность, или, допустим, если это девушка, то есть принять ваше предложение руки и сердца, то есть был здесь расчет на семью. А потом, когда вот состоялся у вас конфликт по повешенному, все, ситуация подвисла. Хорошо. Почему? Потому что, смотрите, видите, двойка жезлов, как я вам говорила, сопоставили, сравнили и сделали выбор не в вашу пользу. И очень сильно об этом пожалели.
По 8 мечей карта, которая показывает, что несмотря на чувства, эмоции, то, что между вами осталось, и даже, может быть, какие-то надежды на реанимирование этого союза, это пустое. Сейчас объясню почему. Потому что даже если человек вернется, готов вам будет наново дать статус там супруги или наоборот принять ваше предложение руки и сердца, как вам объяснить? Слишком много воды утекло. 8 чаш — это когда настолько в жизни поменялись обстоятельства, что сейчас нет смысла баламутить эту воду. Потому что, знаете, как лучше остаться в какой-то степени с приятными воспоминаниями друг о друге, которые перекрывают тот негатив, который был между вами, нежели пытаться здесь все восстановить. Потому что карта влюбленный говорит о том, что вы все равно, вернувшись и попытавшись эти отношения восстановить, понимаете, что вы партнера здесь уже переросли. Но это я вижу по связке, по сочетанию карт. И как следствие вы будете уже нацелены на другие варианты. То есть когда-то давно, когда вам это было актуально, это действительно был партнер или партнерша, которые за собой тянули, за которыми вы росли. А сейчас, еще раз повторюсь, вы переросли этого человека. И при всем желании эти отношения восстановить с его или с вашей стороны, знаете, это уже будет не удел. Не зря говорят: хороша ложка к обеду. Поэтому вот это аналогично ваша ситуация. А здесь действительно, ну, вот если посмотреть, я сейчас даже дотяну одну карту, секундочку. Человек должен быть вашим супругом, или вы должны были стать кому-то супругом. Но здесь очень сильно повлияли на ваши взаимоотношения внешние обязательства, конкретно третьи лица, которые в эти отношения встряли. Уже как есть. Так. Смотрим для тех, кто у нас смотрит 5-й вариант. Итак, стоит ли здесь восстанавливать отношения? Если меня смотрит мужчина и ваша девушка, женщина земной стихии, телец, дева или козерог, однозначно да. Если меня смотрят девушки, и вы являетесь представительницей земной стихии, телец, дева или козерог, то да, потому что это необходимо вам для раскрытия вашего потенциала. Здесь даже падает аркан дура, как начать наново. Плюс, если смотреть по этим картам, здесь идет миссия, вопросы деторождения, продолжение рода с этим человеком. Видите, по смерти трансформация, перемены, как зачистить для себя вот платформу для того, чтобы этот союз возродить. Я даже дотягивать здесь дальше не буду. Здесь все четко идет по 5-му варианту. Здесь дерзайте, пробуйте, у вас получится. И более того, вы в этом нуждаетесь, вам это необходимо. Тем более, если смотреть дно колоды, у вас падает аркан справедливость. Это стремление строить нечто стабильное. То есть, например, если вы были не расписаны, то это официальная семья и брак. Если вы уже в семье, это попытки восстановить и реанимировать семью. И у кого-то, может быть, даже за счет появления ребенка, будь то рождение, усыновление и так далее. Если будем смотреть с вами 6-й вариант. По башне я, конечно, дополню, раскрою, но нет. Почему? Потому что, по сути, вы цепляетесь за те отношения, которые вас разрушают. И даже если вы пытаетесь здесь себя, как говорится, навернуть, что все классно, все потрясающе, вы не видите самого главного. Вы живете с человеком-абьюзером, и неважно, мужчина это или женщина. Человек вас не только вампирит, человек вас разрушает по всем фронтам, разрушает вашу жизнь, вас как человека, ваше окружение. То есть здесь идет жизнь под откос. Ну, сейчас даже... посмотрим, проанализируем, что здесь. Видите, человек вас топит. Вы здесь идете ко дну. И в большей степени, если смотреть и анализировать, большую часть времени этого союза вы получаете только негативные эмоции. То есть разочарование, раздражение, обида, низкая самооценка. Ну зачем вам это нужно? Дурак здесь говорит о ситуации уйти в новое ради вашего состояния покоя. Потому что, видите, у вас сначала 8 чаш, потом дурак. Уходи в новое. Ради зоны комфорта, ради зоны покоя, ради сохранения себя, своей целостности, структуры. Более того, здесь, я могу сказать, очень серьезно нужно восстанавливаться. В первую очередь психоэмоционально. Восстанавливать свое ментальное, эмоциональное и физическое здоровье. Поэтому я не знаю, почему у вас, в принципе, назрел такой вопрос. Надеюсь, вы здесь не являетесь мазохистом. И вот это ваше стремление по 4 жезлов строить с этим человеком семью, но оно здесь явно не оправдано. Потому что по пажу пентаклей вас здесь однозначно используют, будут к вам относиться потребительски. Вы будете жертва в этой ситуации, понимаете, по повешенному. Я вот сейчас даже открою колоду.
В этих отношениях любите только вы. Я не вижу, чтобы здесь любили вас. Вот если я смотрела предыдущие варианты, там чувства обоюдные, здесь нет. Здесь чувства в одностороннем порядке. И повешенный указывает, что вы будете жертва не только, скажем так, в эмоциональном, в ментальном плане, но и в некоторых случаях это, знаете, не только моральный, но это может быть физический, да, абьюз. Поэтому подумайте, а нужно ли вам это? Туз жезлов здесь четко в новые эмоции, в позитивные эмоции попажу чаш, в новые отношения. То есть тут, поймите, старая песня у вас закрыта, все, даже не буду смотреть. Здесь все четко, структурно говорит о новых союзах. Поэтому те, кто выбрал 6-й вариант, не обижаемся, делаем выводы, анализируем ситуацию и принимаем для себя верное решение. 7-й вариант. Жрица. Ух. Ну, как вам говорит карта, прислушайтесь к себе. Если практикуете что-либо из эзотерики, глубже копайте, ищите информацию. Или если необходимо, идите к эзотерику в индивидуальную работу, проясняйте для себя этот момент, потому что здесь очень-очень много неясного. Я сейчас хочу для себя лично уточнить. Не было здесь влияния на ваш союз при помощи деструктивных программ, которые могли его разрушить. Я не вижу здесь деструктивных программ. Я могу сказать одно. Здесь речь идет в большей степени здесь о мужчине. Мужчина не хотел на себя брать лишние обязательства. Видите, король пентаклей, 10 жезлов, колесница. Это, говорю, тихо ушел в закат без объяснения причин. Поэтому по аркану жрицы вы здесь можете маяться в неведении, не понимать, почему так произошло, почему случилось, каким образом человек, почему так поступил, да, что его на это сподвигло. Потому что здесь нет окончательной точки. То есть все, человек пропал, исчез, смог вас там заблокировать, не выходить на связь, не выходить на контакт. Для чего это делается? То, что не готов сейчас нести обязательства, это факт, это первый нюанс. И у человека здесь еще не закрыты моменты прошлого, потому что по 6 чаш есть отношения, в которых человек еще не разобрался. Может, от вас скрывали этот факт. Не знаю, какая у вас ситуация, потому что меня смотрит многотысячная аудитория. Но по жрице действительно вы могли быть в статусе любовника или любовницы и даже об этом не догадываться. Вот я смотрю, 2 жезлов действительно об этом говорит, что да, человек здесь был на вариантах. Здесь была ситуация выбора. Сопоставляли, сравнивали между вами и кем-то еще. То, что здесь я вижу. Отшельник, король чаш и 2 чаш. Человек нашел успокоение, утешение в другом союзе. Ну, здесь четко человек уходил в новые отношения. Посмотрите. Не знаю, видно вам или нет. Почему с вами поступил так, да, не поставил жирную точку? Ну, это с той целью было сделано, что если тут ничего не выгорит, не получится, чтобы к вам можно было вернуться, не вдаваясь в какие-то глубокие детальные объяснения. Сейчас даже посмотрим. Да, потому что, видите, 6 мечей, желание было вернуться. То есть, если вдруг что-то не получится, можно, чтобы было приплыть обратно и бросить якорь. Хорошо. Что здесь нам говорят арканы? Не обижайтесь на меня, мои хорошие, но человек здесь там уже строит семью. В новом союзе, в новых отношениях. И более того, там уже, знаете, как говорю, стремление наладить быт всю свою жизнь. Поэтому, ну, есть ли вам смысл стремиться в эти отношения? По 8 мечей нет. Как бы это ни было больно, обидно, досадно, вам стоит для себя закрыть эти отношения, оставить их в приятных воспоминаниях. Увы, но факт. 8 вариант. Что у нас здесь? 5 пентаклей, карта кризиса. В большей степени это, конечно, у нас характерно для отношений длительных, устоявшихся, когда уходят чувства, когда уходят эмоции, мы не понимаем, как это вернуть, как это восстановить, как это реанимировать. Но хотя может быть ситуация, когда нашла коса на камень, и для тех, кто, по сути, недавно состоит в союзах. То есть некий такой момент притирки. Хорошо, хочу посмотреть и проанализировать, что у вас здесь. Нарушение личных границ, потому что умеренность, повешенный и королева мечей. Это много придирок, это много,
знаете, как навязанного мнения. Это, в принципе, попытки установить какие-то свои правила, и вас это, знаете, как разрушает и, более того, ограничивает. По 8 мечей вы не привыкли, чтобы вам навязывали какие-то ограничения. Ну, по принципу, туда не ходи, с теми не общайся, здесь не работай, там, короткое не носи, ярко не делай макияж, не образно, или там не ходи с друзьями в спортзал, там, не езди на рыбалку или еще там что-нибудь, я образно. Но тут уже идет просто, знаете, говорю, партнеру может быть душнило, когда его вот слишком много, вот вы прям устали от этой ситуации. Да, потому что у вас настолько уже пошло пресыщение, вот видите, ограничения во всем. Помимо всего прочего, если мне смотрят девушки, здесь еще партнер мог быть мелочный, в прямом смысле слова прижимист на деньги. И вы к такому не привыкли, не на это рассчитывали. А если меня смотрит мужчина, то здесь вы ощущали на себе потребительское отношение со стороны женщины. Очень много споров, конфликтов. Да, были попытки, стремления каким-то образом сгладить эти углы, но это все бесполезно. Потому что у каждого свое видение, свои взгляды, свои цели на жизнь. Знаете, очень высокая планка, очень серьезные, говорю, претензии к вам. У вас, если смотреть по этим картам, вот уже жезлов, жрец и паж чаш, это будут совершенно другие новые отношения, потому что то, что касается текущего союза, несмотря на то, что вот вы пытаетесь по 4 пентаклей за него ухватиться правдами и неправдами, да, идти на контакт и все простить, здесь пусто. Поэтому 8 это стремление идти в новое. Ну что, мои котики-зайчики, я надеюсь, расклад для вас был информативным. В любом случае от вас жду обратной связи. Прослушайте, примерьте на свою ситуацию. Надеюсь, интуиция вам верно подсказывает, и вы корректно выбираете свой вариант. Чтобы действительно услышать ситуацию, услышать карты, старайтесь это делать в тишине, чтобы вас не отвлекали никакие факторы. Пусть вам информация будет во благо. Я с вами не прощаюсь. Обязательно с вами увидимся в следующих видео. Ну а от вас жду лайки, комментарии. Если видео было полезным, делитесь им с друзьями. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех новинок на канале. Благодарю вас за то, что вы остаетесь со мной. И до новых встреч!